Привет! Итак, для каркасной куклы нам понадобится пряжа и рис, цвета телесный, для обуви я беру белый и для одежды я возьму голубой. Также нам нужен крючок 1,25 мм, ножницы, игла большая и маленькая и нитки мулине для вышивки лица и для волос. Вам понадобится для волос больше моточка, чем один. Это зависит от длины волос, которую вы выберете. Но у меня идет где-то 4 моточка. Еще вам понадобится синтетический пух для наполнения. Медная проволока диаметром 1 мм. Я нашла такую проволоку в изоляции. На ней написано, что здесь 3 проволоки по 1 мм. Но нам изоляция не нужна, и я вам потом покажу, как ее снять. Для этого вам нужны плоскогубцы и нож. Чтобы сделать стельку, нам нужен какой-то пластик. Вы можете взять коробочку от сыра, творога или йогурта, что найдете у себя дома. Предварительно я стелечку нарисую на бумаге, и нам нужен будет скотч, чтобы приклеить эту нарисованную стелечку к пластику и потом вырезать ее. Чтобы обувь куклы не скользила, можно заклеить ее клеем-пистолетом, так что вам еще может понадобиться клей-пистолет, но это не обязательно. Для того, чтобы было лучше видно, я буду вязать пряжей потолще. Это пряжа фирмы Yarn Art, джинс, и я буду использовать крючок 2,5 мм. Оставляем небольшой кончик и начинаем вязать ногу из 9 воздушных петель. Первый ряд 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше во вторую петлю от крючка вяжем одну прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. Затем в петли цепочки вяжем 6 столбиков без накида. И у нас осталась последняя петля, в нее мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше будем вязать в обратную сторону по цепочке. 7 столбиков без накида. 1. При этом я еще ввязываю хвостик. 2, 3. Я буду вязать изнанкой наружу, поэтому хвостик я перекладываю на лицевую сторону и продолжаю вязать. 4, 5, 6, 7. Дальше соединяюсь в первую петлю соединительным столбиком. Затем я беру нить потоньше, другого цвета, и использую ее вместо маркера. Третий ряд, 1 воздушная петля, столбик без накида в ту же петлю, дальше 1 прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю, затем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, затем 3 прибавки, 1 прибавка,
вторая и третья. Дальше 6 столбиков без накида. И одна прибавка. Дальше соединяемся в первую воздушную петлю, там где маркер. Когда мы вяжем по кругу с петлями подъема, то когда мы уже довязали последний ряд и будем присоединяться в первую петлю, у нас здесь будет всегда оставаться одна петля не провязанная. Это соединительный столбик, мы его не считаем. Значит, мы присоединяемся в воздушную петлю. Вот она. Дальше мы делаем еще один соединительный столбик, но за переднюю стенку петли, если вы вяжете так же, как и я, изнанкой наружу. Теперь можно закрепить вот этот хвостик иглой и отрезаем. Затем прикладываем вязание к бумаге и обводим стельку. Уменьшаем стельку на 2 мм, если нитки толстые, и на 1 мм, если вы вяжете ирисом. И вырезаем ту стельку, что меньше. Затем возьмите коробочку, какая у вас есть, и вырежите дно. Главное, чтобы оно было ровным. Я это делаю так. Прикладываем нашу стельку и приклеиваем скотчем. И теперь вырезаем стельку из пластика. Одну стельку вырезали, берем эту же бумажку и вырезаем вторую стельку. Вырезали стельки и отложим их. Четвертый ряд вяжем одну воздушную петлю и 23 столбика без накида за переднюю стенку. Вот, за переднюю стенку. Итак, вяжем 23 столбика по кругу. Довязали и соединяем воздушную петлю соединительным столбиком. Дальше вот эту ниточку мы будем ложить то к себе на рабочую нить, вот таким образом, то если она уже здесь от себя на рабочую нить. И мы будем всегда знать, где у нас первая петля. Сейчас ложим эту ниточку к себе и вяжем пятый ряд. Одна воздушная петля, 8 столбиков без накида уже за обе стенки. Провязали 8 столбиков и дальше делаем убавку. Если вы вяжете лицевой стороной наружу, то смотрите на моем канале видео, как делать убавки. А если вы вяжете так, как я, изнанкой наружу, то я делаю убавки таким образом. Я хочу убавить вот эти две петли, первую и вторую. Я ввожу крючок сначала во вторую петлю за заднюю стенку, затем в первую петлю за заднюю стенку, подхватываю нить от клубка, вытягиваю через 2 петли и провязываю вместе. Такая убавка будет незаметна на полотне, и между убавками не будет видно дырочек. На первый взгляд такую убавку делать сложно, но если вы потренируетесь, то потом будет очень просто. Сделали убавку и затем вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Делаем еще одну убавку. И 9 столбиков без накида. И соединительный столбик в воздушную петлю. Перекладываем ниточку маркер. И 6-й ряд вяжем одну воздушную петлю, 7 столбиков без накида,
Теперь мы подошли к самому сложному моменту в вязании куклы. Если у вас это удастся, вы с легкостью закончите куклу. Итак, нам нужно провязать вместе 3 петли. Я ввожу крючок в третью петлю за заднюю стенку, поддеваю ее, ввожу крючок во вторую петлю за заднюю стенку и в первую. Скорее всего, с первого раза не получится, но пробуйте. И затем провязываю вместе. Я покажу вам еще один способ, который мне помогал, пока я не научилась вот так сразу провязывать эти 3 петли. Берете иглу с большим ушком, берете нить от клубка, таким образом вставляете ее в иглу и вводим иглу за задние стенки, начиная с первой петли, но с другой стороны, не так, как крючок. 1, 2, 3. Вытаскиваем иглу и вытягиваем вот эту ниточку. Всю нить вытаскиваем с иглы. И вот у нас петля, которую нам нужно надеть на крючок. Смотрите, чтобы эта петля не растянулась. Подтяните ее. И вторая петля должна быть очень маленькая. И провязываем их вместе. Дальше нам нужно сделать еще одну такую убавку. Внимательно смотрите, какие петли вы уже убавили и какие будут следующие. 1, 2, 3. Провязываем вместе. Надеюсь, у вас все получилось. И дальше вяжем 8 столбиков без накида. Соединяемся в первую воздушную петлю. Теперь вставляем стельку. И продолжаем вязать. 7 ряд, 1 воздушная петля, 6 столбиков без накида. Дальше обычная убавка, провязываем 2 петли вместе, еще одна убавка и 7 столбиков без накида. Соединительный столбик в первую воздушную петлю за переднюю стенку. И дальше меняем цвет на телесный. Эту нить вытягиваем, отрезаем. Крючок вставляем в ту же воздушную петлю, только с другой стороны. Вытягиваем нить телесного цвета. Кончики связываем и прячем внутрь. И продолжаем вязать. Пока это все, смотрите, пожалуйста, вторую часть видео. Пока!